они сказали мне, что это на самом деле не первый раз, когда такое происходит. В очень токсичном коллективе вас теоретически могут уволить за такие вещи. Человек просто сидит, занимается своей работой, и к нему подходят и говорят: ну, не сходишь мне за кофе? Такие задачи ложатся на нее, потому что она женщина. Это было максимально неловко, неприятно, и я просто ждала, когда эта командировка закончится. Всем привет, меня зовут Наташа Васильева, это мой YouTube-канал и подкаст «Сразу в президенты», где мы обсуждаем вопросы иммиграции и поиска работы. В этот, надеюсь, недождливый январский день я решила записать видео на крыше Амазона. И сегодня я хотела бы поговорить на тему того, каково быть женщиной в мужском коллективе. Я работала в мужском коллективе практически всю свою жизнь, и училась, на самом деле, я тоже в мужском коллективе, начиная с лицея при МИСИ, это инженерно-физический университет, поэтому опыта у меня довольно много, и на самом деле он довольно позитивный, но я хотела бы обсудить с вами не только свой опыт, но и опыт женщин, с которыми я довольно часто общаюсь. Но прежде чем мы начнем, я хотела бы поблагодарить всех, кто смотрит видео и подписывается. YouTube начинает активно рекомендовать видео, особенно если вы подписываетесь в момент просмотра видео. Так что спасибо всем, кто это делает, спасибо всем, кто ставит лайки и пишет комментарии. Я их с удовольствием всех читаю, вы меня очень сильно мотивируете, и я беру очень много идей для будущих видео из ваших комментариев. Поэтому спасибо всем огромное. Ну, не буду вас больше задерживать, давайте начнем. Почему я вообще начала задумываться на эту тему? Потому что в Америке об этом очень много говорят. В Амазоне есть группы, которые нацелены именно на карьерное развитие женщин, менторство. Есть большое количество нон-профитов и конференций, которые они проводят для развития женщин и конкретно для развития женщин в IT. Есть большое количество просто групп в Фейсбуке. Допустим, у нас в Сиэтле есть WorkChat, который очень активный, и это именно женская группа про работу и карьеру. Но что конкретно натолкнуло меня на это видео, это разговор с моей коллегой. Как я уже, наверное, говорила в предыдущих видео, летом этого года я перешла в новую команду внутри Амазона. Теперь я старший продуктовый менеджер. И в сентябре, в августе где-то я начала работать, а в сентябре у нас был первый офсайт. Офсайт — это когда на неделю вся команда собирается вместе в одном офисе. Для Амазона это очень часто Сиэтл. И как раз на этом офсайте в сентябре я ближе знакомилась со своими коллегами. И в один из дней я пошла на кофе вместе со своей корейской коллегой. Это девушка, которая первое, что мне сказала еще по дороге в кофейню, что она безумно рада, что в нашей команде, в нашей маленькой команде появилась еще одна девушка, кроме нее. Я очень удивилась и спросила ее, почему она так рада. Потому что, да, в нашей команде мы действительно на тот момент были две девушки, но команда, как мне казалось, очень принимающая, работать в ней очень комфортно. И я ей тоже сказала, что когда я работала в хедж-фондах 6,5 лет, все 6,5 лет я была единственной женщиной в команде. И поэтому мне немножко удивительно, что она так радуется этому. На что она рассказала мне случай, который произошел буквально за день до этого. И случай заключался в том, что была встреча, которую проводил то, что у нас здесь называется Skip Level Manager, то есть это менеджер нашего менеджера для всей своей большой команды, это человек 20-30. И цель этой встречи была в том, чтобы разобрать, как люди себя чувствуют внутри нашей команды, какие, возможно, проблемы возникают, или что людям нравится, и что мы можем делать больше, или чего не стоит делать, и так далее. Встреча была где-то, наверное, около часа, мы накидывали идеи, их активно обсуждали, и к концу встречи набралось, наверное, 3 или 4 пункта, по которым мы действительно можем что-то быстро сделать и изменить. И моя корейская коллега, Гах ее зовут, она присутствовала на первой половине встречи, и потом она ушла где-то на полчаса, потому что у нее был отдельный звонок. И на последние 5 минут обсуждения как раз вот этих вот основных 3 пунктов она вернулась. И все это заметили, то есть все остальные люди присутствовали, 20-30 человек, они присутствовали всю эту встречу, кроме нее.
И когда в самом конце встречи наш менеджер попросил записать эти пункты и провести опрос среди людей о том, что конкретно по этим 3 пунктам мы можем сделать, он попросил это сделать именно ее. И, если честно, это было очень удивительно, с учетом того, что она не присутствовала на большей части обсуждения, а в комнате сидело 20-30 человек. И она была там не единственной женщиной, кроме меня, то есть в нашей большой команде есть еще девушки и молодые люди, и как бы попросить можно было, по идее, любого человека, но попросили именно ее. И это удивило меня, и я помню, что мы потом обсуждали это с коллегами, и все коллеги, с которыми я поговорила, это заметили, и всех это удивило, почему вы просили именно ее. И когда мы с ними это обсуждали, они сказали мне, что это на самом деле не первый раз, когда такое происходит, когда какая-то вот такая задача ложится именно на Гахе. И, как они сказали, их предположение было в том, что она очень яркая, она действительно очень эмоциональная, она выделяется на фоне других, и, возможно, поэтому, там, когда, допустим, менеджер окидывает взглядом людей, кому выдать задачу, взгляд падает именно на нее. Но в моем разговоре с ней я поняла, что она восприняла это именно так, что такие задачи ложатся на нее, потому что она женщина. На самом деле, я не думаю, что она права. Я не думаю, что это именно потому, что она женщина в данном случае. Хотя я слышу очень много подобных рассказов о том, что, допустим, там, записывать заметки во время встречи часто просят именно женщин, там что-нибудь распечатать, там подготовить какой-то отчет, когда это не креативная задача, когда просто нужно структурировать информацию. Ну, в общем, все такое вот рутинное, что люди не очень хотят делать, я часто слышу, что такие задачи ложатся на женщин. Я не знаю, у меня нет конкретно такого опыта, я с этим не сталкивалась лично, но я это очень часто слышу, поэтому мне хотелось бы увидеть в комментариях, если у вас был такой опыт или если у вас обратный опыт. В общем, если вы что-то можете сказать на эту тему, напишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Но в данном конкретном случае с Гахе, как бы поговорив с коллегами, мне показалось, что да, что это не связано с тем, что она женщина, скорее это связано с тем, что она яркая и попадается на глаза менеджерам. Но, опять же, мне кажется, что это дискриминация. Это не намеренная дискриминация, как мне кажется, но это дискриминация, которую нужно отлавливать и прерывать. И, в принципе, Гахе в данном случае так и сделала. Она поговорила об этом с нашим менеджером непосредственным, рассказала, что ей не нравится эта ситуация, что она происходит не первый раз и так далее. И наш менеджер поговорил об этом со своим менеджером. Так что я надеюсь, что с ней лично эта ситуация больше не повторится. А если и повторится, то она будет в состоянии постоять за себя. И опять же, я говорила, что мне кажется, что никакого намерения вот именно дискриминировать ее как женщину или как яркого человека и заставлять ее делать то, что, допустим, никто особо не хочет делать, не было. Когда вы приходите в Amazon как новый сотрудник, вам дают огромное количество курсов, которые вам нужно пройти, чтобы понимать культуру компании, чтобы понимать, как мы работаем, какие ценности, каким образом решаются вопросы и так далее. И вот там был курс по тому, как эскалировать. Допустим, когда у вас несколько команд работают над одним и тем же проектом, у разных команд могут быть разные приоритеты. И, допустим, вы делаете какой-то проект, который для вас очень важен, но вам нужно, чтобы другая команда сделала для вас некую работу для успешности проекта. И не всегда ваша работа будет на первом приоритете у другой команды, потому что они могут заниматься абсолютно разными вещами. Или ваш проект может вообще противоречить их видению того, что лучше для компании. Они могут быть против вашего проекта. И в таком случае необходимо эскалировать этот вопрос вышестоящему руководству. То есть, допустим, если вы не можете решить этот вопрос
на уровне сотрудников, вы эскалируете это менеджерам, если менеджеры не могут решить этот вопрос, они эскалируют директору и так далее. Но суть здесь в том, что здесь не должно быть каких-то личных обид и так далее. Люди должны воспринимать эскалацию вопроса высшему руководству как обычный рабочий процесс, что-то, что неизбежно. И смысл здесь в том, что часто, когда мы обижаемся на других людей, потому что мы думаем, что у них плохое намерение, что, я не знаю, другая команда не хочет сделать прекрасный продукт для наших клиентов. Нет, чаще всего у людей очень хорошие намерения. Чаще всего они не хотят, потому что они искренне думают, что это не лучший продукт. Или они искренне верят в то, что есть более важные задачи, которыми они должны заниматься. И в данном случае они учат тому, что вы должны принимать, что по дефолту всегда у всех людей самые хорошие намерения. Люди не желают вам зла, и в большинстве случаев, я думаю, именно так это и срабатывает. Люди делают то, что, по их мнению... У нас тут периодически летают водные самолеты, которые очень громко шумят. Такие гидропланы, знаете, которые садятся на озеро. Люди чаще всего имеют самые лучшие намерения. Они хотят сделать то, что, по их мнению, эффективно в данной ситуации. Но это не значит, что люди не ошибаются. Люди могут не видеть полную картину. Или они могут быть сосредоточены на своей задаче и не обращать внимания на вашу. И так далее. У людей могут быть свои какие-то предрассудки и поверья, которые исходят из их культуры, из их личного опыта и так далее. Именно поэтому предлагается эскалация. Это я к тому, что мне кажется, что, несмотря на то, что я искренне верю, что наш менеджер не имел ничего против Гаха и не хотел ей сделать ничего плохого, ситуация была неприятная для нее. И это заметила не только она, это заметили все коллеги. И мне очень радостно, что в данном случае действительно эта ситуация разрешилась эскалацией, что Гаха не побоялась, что она пошла и сказала об этом менеджеру. И я думаю, что именно так такие вопросы в идеале в хорошей корпоративной среде и решаются. Но я прекрасно понимаю, что решаются они так не всегда. Я прекрасно понимаю, что не каждый менеджмент вообще готов обсуждать такие вопросы, не каждый менеджер готов принимать критику в свою сторону и так далее. Но мне кажется, что всегда лучше об этом сказать. Самое худшее, что может случиться, это если вас проигнорируют. В очень токсичном коллективе вас теоретически могут уволить за такие вещи, но, знаете, каждому решать за себя, но я бы не стала работать в коллективе, где я высказываю то, что мне неприятно, а в ответ люди просто не игнорируют это. Но после этой ситуации с Гахой я задумалась о своем собственном опыте женщины в мужском коллективе, и, как я уже сказала ранее, мне кажется, что он был в большей части своей позитивный. У меня был один очень негативный момент, максимально негативный момент, о котором я хочу рассказать сейчас. И мне кажется, что это очень важно говорить о таких вещах. Частично я уже затронула эту тему, когда рассказывала о том, как я учила китайский язык и как китайский язык повлиял на мою карьеру. Я оставлю ссылочку на это видео здесь, вы можете его посмотреть. Ситуация была в том, что я была очень молодая, я еще даже не закончила институт, я писала свою дипломную работу, когда первый раз мне предложили поехать в командировку в Китай. Командировка была, наверное, около 2 недель, и где-то, наверное, в начале 2-й недели произошел очень неприятный момент. Мой тогдашний босс начал до меня домогаться. Это было поздно вечером, мы возвращались с ужина, где мы были вместе с его бизнес-партнерами. Мы оба были немножко выпившие, время было позднее, мы заходили в отель, и он начал до меня домогаться. В отеле в тот момент никого не было, коридоры были абсолютно пустые, и мы уже, по-моему, поднялись на этаж. Я не помню, был ли кто-то на ресепшене,
Мне кажется, что я не обратила на это внимания, когда заходила в отель, но мы были уже довольно далеко от ресепшена. Ну и, соответственно, ночь, темный коридор, и человек начинает, к счастью, только словами пытаться склонить меня к сексу. Я помню, что я сразу же говорила нет, абсолютно недвусмысленно, но человеку этого было недостаточно. Он, опять же, к счастью, не принуждал меня к этому никакими действиями, но он начал задавать мне огромное количество вопросов с давлением. Ну и вопросов, связанных с тем, почему я не хочу с ним заниматься сексом. И я помню вот этот страх, очень сильный страх, потому что я думала, что да, я могу закричать, и да, скорее всего, в отеле есть люди, возможно, меня услышат на ресепшене, возможно, меня услышат люди, которые находятся в своих комнатах. Но, во-первых, ночь, не факт, что все люди проснутся. Во-вторых, абсолютно не факт, что люди захотят вообще выходить из своих комнат и во все это ввязываться. И я помню, что с каждым таким вопросом, с каждым нажимом мне становилось все страшнее. Я отвечала на эти вопросы, но в то же время смотрела и думала, как я могу быстрее убежать от него. И я помню, что когда он на секунду на что-то отвлекся и отвернулся, я просто пустилась бежать, я убежала в свою комнату, я быстро закрыла за собой дверь. Мне кажется, что он не бежал за мной, но мне было просто очень страшно, и мне хотелось оказаться от него как можно быстрее и как можно дальше. И я помню, что на ту ночь я просто закрылась в своей комнате, и дальше меня ждало еще несколько дней, когда мне нужно было продолжать с ним работать. И, если честно, это было максимально неловко, неприятно, и я просто ждала, когда эта командировка закончится. Мы не обсуждали с ним эту ситуацию. Мне кажется, сейчас бы я об этом поговорила, и, возможно, я бы просто купила себе билет обратно и уехала. В тот момент я была недостаточно смелой для этого. Во-вторых, у меня в голове, возможно, еще были какие-то мысли, что, может быть, я в чем-то там виновата, я не знаю, одела платье или дала человеку какой-то намек. Хотя этого однозначно не было. Человек знал, что у меня есть молодой человек. Он знал, что у меня свадьба через там несколько месяцев после этого и так далее. И я уверена, что никаких намеков я ему не давала. Возможно, я ему улыбалась и вела себя вежливо, но не более чем это. И я продолжала с ним работать всю эту командировку. Все эти дни мне было максимально неловко, и я помню, что после этого он предложил мне продолжать работать, естественно, я отказалась. И уже через несколько лет после этого, уже когда я жила в Литве и работала в хедж-фондах и приезжала в Китай, я обсуждала эту ситуацию с одной из моих подруг, которая жила в Китае. У меня есть знакомые, которые остались в Китае учиться и работать после того, как мы вместе учились по обмену в Пекине. И вот одна девочка, которая продолжала там жить и работать переводчицей, мне сказала, что, знаешь, вообще это очень частая ситуация, особенно с русскими компаниями, особенно с маленькими компаниями, у которых руководители мужчины. Она говорила, что почему-то многие компании предполагают, что переводчик должен оказывать еще и другие услуги помимо перевода. И я была просто в ужасе, когда она мне это говорила. То есть, если у меня это был единичный момент, то у нее, насколько я понимаю, это повторялось регулярно. И она говорила, что каждый раз, когда она шла работать с переводчиком именно для русских компаний, она каждый раз думала, что такая ситуация возможна. Она каждый раз оглядывалась, чтобы не оставаться один на один с людьми, чтобы всегда вокруг всегда были люди. Если она ходила с ним в какой-то ресторан, опять же, она всегда смотрела, чтобы там были бизнес-партнеры, чтобы там было много людей, и когда люди постепенно начинали расходиться, она тоже старалась уйти как можно раньше. По-моему, это безумие. По-моему, это абсолютно ужасно и отвратительно, что до сих пор женщина не может чувствовать себя безопасно на работе.
что до сих пор женщина должна задумываться о том, не воспринимает ли ее человек как кусок мяса. Я не знаю, что здесь еще сказать, кроме того, что мне кажется, что это просто чудовищно. И в тот момент я помню, что это было еще одной каплей, которая заставила меня задуматься о том, что я не хочу жить в России. После этого я устроилась на свою первую работу, и опять же я работала в основном с мужчинами, оба моих руководителя были мужчины, мы часто ездили в командировки и так далее, но, к счастью, никаких подобных ситуаций больше не возникало, и я, во-первых, была этому очень благодарна, но, с другой стороны, мне кажется, что та ситуация научила меня очень серьезно присматриваться к людям. Даже на этапе собеседований и в первые месяцы работы с мужчинами, я сейчас уже меньше, сейчас я уже привыкла к западному обществу, но вот особенно тогда я была постоянно начеку. Я ловила там, я не знаю, любые взгляды, какие-то фамильярные улыбки. Сейчас уже нет, сейчас я, наверное, чувствую себя более расслабленно, пожив сколько, наверное, уже 9 лет. Да, 9 лет в западном обществе, но в тот момент я была постоянно начеку. Я постоянно оценивала, не делает ли человек каких-то намеков или каких-то непонятных действий и так далее. И я была очень рада видеть, что такого больше со мной не случалось. Но в остальном, как я уже говорила, мой опыт был в основном позитивным. Устроившись в Литву, я поняла, насколько отличается общество, вот именно в плане отношения к женщинам, потому что в Литве у меня даже мысли не возникало, что мои коллеги могут, я не знаю, оказать мне какие-то знаки внимания или еще что-то. Настолько у нас были всегда рабочие отношения, настолько со мной общались точно так же, как и со всеми остальными сотрудниками, что мне кажется, что вот эта вот травма, которая у меня точно была после того случая, она постепенно излечивалась, и сейчас я уже, как я говорила, намного более расслабленный человек. Я помню, был даже такой забавный случай. Где-то через 1,5-2 года после моего начала работы в литовской компании мы поехали с моим коллегой на конференцию в Америку. И когда мы прилетели в Америку, это, наверное, был худший опыт прохождения таможни для меня в моей жизни. Потому что мой коллега, он гражданин Европейского Союза, и как гражданин Европейского Союза он прошел таможню через терминал. Они просто прикладывают свою ID-карточку, заполняют какую-то форму, и за 2-5 минут он прошел таможню. А я со своим русским паспортом пошла в общую очередь, и очередь эта затянулась на 2 часа. Это было какое-то абсолютное безумие. Мне казалось, что я никогда не пройду эту таможню. Я не знаю, почему это было настолько долго и так много там было одномоментно людей. Но вот так получилось. И при этом еще как-то не было связи. Я помню, что мы прилетели со своими литовскими сим-картами, что-то там не работало, Wi-Fi в аэропорту тоже не хотел подключаться. И у меня даже не было возможности связаться со своим коллегой и сказать ему, что я здесь, походу, на несколько часов. И, если честно, я даже не надеялась, что он меня будет ждать. Я думала, что он подождет меня чуть-чуть и уедет. Возможно, решит, что я уехала без него, мы потерялись или еще что-то. И я была очень удивлена увидеть его, выходя из таможни. Он просто сидел, читал книжку и терпеливо меня ждал. Меня это безумно удивило и умилило в тот момент. Вот, на что он мне сказал: не, ну ты что, как бы, я знал, что ты без меня не уедешь, поэтому я тоже не хотела уезжать без тебя, поэтому я сидел и ждал. И как же меня удивило, когда после всего этого, прождав меня 2 часа, он спросил меня, насколько я готова с ним ехать в одном такси. И я помню, что сначала я даже не поняла вопроса, я переспросила его, и он мне ответил то, что он
понимает, что, возможно, мне может быть некомфортно ехать вдвоем в такси, и если я по какой-то причине чувствую, что это небезопасно, мы можем поехать в разных такси. И я даже не знала, что думать в тот момент, честно. То есть, с одной стороны, мне было очень странно, особенно слышать, что человек, прождав меня 2 часа, может поехать со мной в разных такси. А с другой стороны, я помню, что это было, наверное, это был очень терапевтичный момент, потому что я поняла, что действительно о моей безопасности и о моем чувстве безопасности здесь очень сильно беспокоятся. И это был на самом деле единственный момент, то есть остальные мои коллеги никогда не предлагали мне взять разные такси или не задавали мне таких вопросов, насколько я готова с ними ехать на такси и прочее. Но, наверное, в тот момент я очень сильно ощутила различия российского и западного общества. И если говорить о дискриминации женщины в мужском коллективе, наверное, я чувствовала на себе в некоторых случаях даже позитивную дискриминацию. И что я подразумеваю под позитивной дискриминацией, это то, что, например, в хедж-фондах есть такая традиция, к счастью, уже отмирающая, это то, что начинающих новичков просят приносить кофе. Или, там, я не знаю, принести, допустим, бизнес-ланч на всех. И это не то, что человек идет за кофе, и его просят там принеси мне, да, это вот именно то, что человек просто сидит, занимается своей работой, и к нему подходят и говорят, ну, не сходишь мне за кофе? И я понимаю, если это какой-то единичный момент или там какая-то встреча, действительно, там у руководства загруженный день, им некогда сходить, но нет, такое происходило регулярно. И меня никогда об этом не просили. Возможно, часть причины заключалась в том, что я не подчинялась напрямую руководителя нашего офиса. Меня учил непосредственно наш босс из Лондона. Но, возможно, еще причина была в том, что я девушка, я была единственной девушкой в коллективе, и у нас было достаточно молодых начинающих аналитиков, парней, которые только после института, можно было попросить их, и поэтому просили всегда их. Я помню, что мне было это очень неприятно. Даже с учетом того, что просили не меня, мне всегда как-то, кринж, если честно, я испытывала, когда это происходило. И я помню, что я разговаривала с ними, им тоже это не нравилось, но как-то они думали, что так оно и должно быть. То есть это такая привычная вещь для хедж-фондов в тот момент была. Но я помню, что мне было жалко, я часто предлагала пойти с ними вместе, поболтать и так далее. На мой взгляд, это дискриминация. На мой взгляд, это то, чего в современном обществе быть не должно. И мне кажется, что такого становится все меньше. А другой пример позитивной дискриминации был как раз, когда мы с моим коллегой поехали на ту конференцию в Америку. И в хедж-фондах, в принципе, очень мало женщин. Я говорила, что 6,5 лет я была единственной девушкой в коллективе, но и приехав на ту конференцию, я поняла, что там, наверное, 5, максимум 10% женщин. А в основном все там мужчины. И я помню, после 2-3 дня конференции мой коллега мне сказал, что он мне немного завидует, потому что мне, чтобы запомниться, не нужно быть супер выделяющейся. Мне не нужно задавать супер умные вопросы. Меня запомнят просто потому, что я девушка. А вот это, чтобы тебя запомнили, для нас это действительно было в тот момент важно, потому что конференция — это то место, где ты можешь завести партнерские отношения с компаниями, и если они тебя запомнили, то тебе намного легче в будущем им позвонить, задать им какой-то вопрос, назначить с ними встречу и так далее. И я помню, что я была с ним согласна. Я действительно чувствовала, что мне очень легко запомниться, просто потому что я девушка. С другой стороны, я чувствовала, что на меня это накладывает некую ответственность, потому что я была запоминающейся и в позитивную, и в негативную сторону. То есть я отдавала себе отчет, что если я задам сейчас какой-нибудь абсолютно глупый вопрос,
меня именно так и запомнят, как глупую женщину. Не как просто аналитика, а как глупую женщину. И я помню, что это добавляло стресса, потому что я была еще молодым специалистом, я не была абсолютно в себе уверена. Это была моя самая первая командировка такого рода, самая первая конференция. И да, я помню, что я и так стрессовала, но дополнительно я думала, я контролировала свое каждое слово в тот момент. Если говорить об Амазоне и работе в IT-компании, здесь, наверное, у меня были менее мужские коллективы. Допустим, когда я работала в финансах, там, мне кажется, вообще 50 на 50, мужчин и женщин, в некоторых командах даже женщин больше, поэтому там вообще нет такого ощущения, что ты в меньшинстве. Продакт-менеджеров, возможно, поменьше девушек, но все равно хватает, но когда ты работаешь, допустим, с аналитиками, с девелоперами, там уже, конечно, больше мужчин. Я знаю, что в IT-компаниях, особенно в крупных, есть квоты на количество женщин на технических должностях, и эти квоты около 8-10%, и они не жесткие, это просто то, к чему компании стремятся. И насколько я слышу, насколько я читаю в новостях и по разговорам с рекрутерами, они говорят, что эти квоты практически недостижимы. Они к ним стремятся, но достичь их действительно очень сложно, потому что, в принципе, мало женщин приходит на собеседование. И я помню, что когда я только устраивалась на работу в Америке, были люди, которые писали мне, что устроилась я, потому что я женщина, и что женщины нужны, есть вот эти квоты на женщин, значит, девушке легче пройти собеседование. Я не знаю, честно, я не уверена, и мне кажется, что это не так. Будучи интервьюером в Амазоне, я знаю, что, лично мне абсолютно без разницы, будет то женщина или мужчина, я буду оценивать их абсолютно одинаково, это то, чему учат амазоновские курсы. Я знаю точно, что рекрутеры никогда не говорят ни слова команде интервьюеров о том, что нужна женщина или мужчина. Таких разговоров вообще нет. И поэтому мне кажется, что квоты, они просто нацелены на то, к чему нужно стремиться. Но они не переходят в активные действия, где, допустим, позитивно дискриминируются женщины и негативно дискриминируются мужчины. Я не вижу такого. Опять же, напишите свои мысли по этому поводу в комментариях. Возможно, у кого-то есть и другой опыт. Мне будет очень интересно почитать об этом. Но чего я действительно вижу очень много, это, как я сказала в начале, группы, конференции, митинги, направленные именно на карьерное развитие женщин, на менторство внутри компании, допустим, чтобы женщины переходили с нетехнических должностей на технические, или менторство, когда приходят в университеты и предлагают девушкам поступать в те или иные компании. Если честно, мне кажется, что это должно начинаться даже не с университета, а со школы. Мне кажется, что очень многое в женском гендерном образовании немножко сковывает женщин, скажем так, не знаю, образно выражаясь, обрезает им крылья в самом детстве, давая им представление, что они чем-то хуже, или какие-то профессии не для них, или то, что женщина должна в первую очередь думать о семье, а уже вторую о своей карьере. Плюс у женщин есть какие-то объективные обстоятельства, связанные с рождением детей и с тем, что они не трудоспособны какое-то время после этого, с тем, что они должны заботиться о детях, с тем, что они, помимо заботы о детях, часто на их плечи также ложится забота о пожилых родственниках и прочие такие обстоятельства, которые делают сложнее для женщины добиваться успеха в карьере. Опять же, я как человек, который не имеет детей, который не имеет родственников, которые живут рядом со мной, по объективным причинам все мои родственники не эмигрировали со мной, кроме Юры, моего мужа. И поэтому у меня в моей карьере таких обстоятельств не было. Опять же, мне было бы очень интересно почитать ваши истории. Я думаю, не только мне, но и моим зрителям
Поэтому, если вам есть чем поделиться, пишите, пожалуйста, об этом в комментариях. А сейчас я абсолютно уверена, что я рассказала не все на эту тему. Я абсолютно точно что-то забыла. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, также пишите о них в комментариях. Если будет большое количество каких-то обширных вопросов, возможно, я сниму продолжение, возможно, я сниму еще одно видео на эту тему. А пока мне было очень приятно с вами пообщаться, как и всегда. Спасибо большое за внимание, спасибо, что смотрите, комментируете, подписываетесь и лайкаете мои видео. До скорых встреч. Пока-пока.